трамваи, живые деревья, саженцы и цветы. Мы их что, тоже не делаем? А что мы делаем? Я думал, что «Газпром» — это национальное достояние. Что там происходит? Это подставной курс. Люди сводят концы с концами. Наша страна не выйдет из болота. Булки-то сожмем. Дерьма будет много. Не радуют новости, которые дает Игорь Рыбаков. Слабые сигналы в поисках ответа через все свои каналы. Но ответов нету, в чем причина, ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы. Привет! Итоговые новости на канале Игоря Рыбакова. Вы постоянно спрашиваете, почему нет новостей из зоопарка, а конечно же есть, и мы с них начинаем. 3 джейрана родились в центре воспроизводства редких видов московского зоопарка. Джейран — это такое парнокопытное млекопитающее из рода газелей семейства полурогих. На этом хороших новостей больше нет, обычно я так говорил, а в этом выпуске есть. Роспотребнадзор снял все введенные ранее коронавирусные ограничения. Решение принято из-за снижения заболеваемости в стране и в мире. На самом деле давайте разберемся, из-за чего все это происходит. Да никакое решение не принято. Просто-напросто возникли гораздо большие сложности и проблемы в экономике. Вы сами знаете, с чем связаны, и поэтому никто уже нахрен не обращает внимания на эти маски и так далее. И поэтому, давно стоило уже признать это обстоятельство и отменить. Да? Отменить те ограничения, потому что и так на них уже все давно забили. Да. Но, в общем-то, ребята, есть люди, которые всю дорогу, пока все там носили маски, они их ни хрена не носили, они давно забили. Выходит, они выиграли. Те, кто не вакцинировался, они, выходит, выиграли. А я выходит, вакцинировался, значит, я типа проиграл. Кстати, я хочу знать здесь, кто меня смотрит, сколько из вас вакцинировались, кто не вакцинировался. Тема, конечно, старая и уже съеденная, но я все-таки хочу знать, кто-то так же, как я, пострадал, тоже вакцинировался. Напишите мне, я хоть немножко успокоюсь. Президент России Владимир Путин на этой неделе подписал закон, который легализует параллельный импорт. Следуя из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, этот факт случился. В общем, ранее за параллельный импорт наказывали. Всячески там, административно, уголовно и так далее, санкции там, преследования и так далее. А сейчас в мае Минпромторг сперва утвердил перечень товаров для параллельного импорта, в который вошли 50 категорий. Среди них автомобили таких марок, как, внимательно слушайте, да? Toyota, Tesla, Land Rover, Jaguar, Rolls-Royce, фармацевтическая продукция, там вот этих компаний всех, да? Смартфоны, техника Apple, железнодорожные локомотивы, мы их что, тоже не делаем, выходит? Подвижной состав, трамваи для параллельного импорта, ребята! Я вообще не понимаю, мы чего вообще, даже трамвай не делаем? Моя мечта детства стать водителем трамвая, выходит, вообще была основана на песке. Устройство и оборудование для железных дорог, лодки, живые деревья, саженцы и цветы, тоже параллельный импорт. Ребята, даже цветы и саженцы, и живые деревья, и лодки. А что мы делаем? Выходят только кровельные материалы изоляционные, которые моя компания Технониколь производит, да? Реклама, рекламная пауза, да. Кстати, кто строит дачу, дом и так далее, берите только Технониколь, не какие-то там другие импортные иностранные бренды, нет, они пусть подождут, да, Технониколь. Если кто-то думает, что рекламная пауза затянулась, напишите мне, рекламная пауза затянулась, да, я тогда увеличу в следующий раз рекламную паузу, потому что YouTube не монетизирует мои выступления, понятно? Я обещал вас держать в курсе о тех редких фактах импортозамещения, которые все-таки случились в России. И вот один из них. В Тамбовской области производитель пива взял и заместил бренд Adidas. Был Adidas, знаете, шмотки, а он сказал, вот я называю свое пиво Апивас и замещаю им Adidas. Вот такое импортозамещение в России происходит. Вместо того, чтобы строить процессоры, производство, необходимую там технику и так далее, мы импортозамещаем там шмотки на пиво. Добавить-то нечего на самом деле. Креативу нашему позавидовал бы кто угодно. Единственное, что высота-то у парашютиста теряется, понимаете, и скоро уже будет поздно парашют запасной доставать. Поэтому давайте-ка, ребята, булки-то сожмем, поясочки-то
тоже подтянем, да, и начнем делать просто важные дела для российской экономики. Нам все-таки зиму скоро встречать. Зимушка, зима. Я понимаю, погреба у всех затарены и гречкой там, и картошкой, да, и ноутбуки там, да, и кэш сняли на всякий случай, иначе вот эти банкоматы там, не знаю, что они будут работать или нет. Я понимаю, что мы готовы. Самое главное, мы морально готовы ко всему. Но, ребят, давайте перестанем уже тратить время на всякие вот такие вот акты импортозамещения, там, на переназывание Макдональдса вкусной и точка и так далее. Лады Калины, да, едет и точка. Едет, да и ладно. Слушайте, ну, хватит уже терять время и высоту парашютиста, ну не останется, ну разобьемся нахрен. И это хорошая новость, потому что каждый раз, когда мы близки к тому, что вот сейчас точно разобьемся, обычно мы слезаем с печи и начинаем действовать как надо. В четверг акции «Газпрома» рухнули на 30% из-за отказа выплачивать дивиденды. Вот. 202 рубля стоят теперь акции «Газпрома». А я брал по 260. Я вот сейчас потерял, значит, получается, на одной акции почти 60 рублей. Это примерно получается, 30%, действительно. Я думал, что «Газпром» — это национальное достояние, и это очень стабильная компания, и такое резкое изменение там стоимости акций явно говорит, что какие-то вот катаклизмы. Разберем это сейчас поподробнее. Официальная версия такова. Предполагается, что «Газпром» будет и дальше терять экспортную выручку, потому что новых труб не протягивают, а газ по трубам, которые в Европу, ну, идут ограничения, отказ Европы от поставок газа, вы сами это знаете. И потом «Газпром» говорит: все, приоритетом нашей работы будет газификация, ну, внутри России. Наконец-то газификация коснется районов, которые были обделены газом, а то некоторые районы были так: там газ добывают, но там нет газа, там есть только магистральный газ, газ идет по огромным трубам куда-то, а там люди топят углем, там черти чем и так далее. Наконец-то газификация случится, и это хорошо. Но давайте копать глубже. Что же происходит на самом деле? Да, на самом деле, смотрите, идет огромное давление на фондовый рынок России. Сейчас на фондовом рынке люди, которые покупали акции «Газпрома» в надежде на дивиденды, какой сигнал они получили? Они получили сигнал, что мажоритарный акционер, то есть государство, может своей директивой, да, приказать изменить резко дивидендную политику и точка. Вы знаете, что случилось? Государство задним числом, да, сделало предложение задним числом на «Газпром» наложить повышенный налог на добычу полезных ископаемых и забрать 1 триллион рублей с «Газпрома», да, за налоги. То есть нету денег у «Газпрома», чтобы дивиденды платить. Поэтому, ребята, знаете так, кто до сих пор думает, что покупка акций российских эмитентов — это, ну, нормальная история, скорее всего, да, но это не касается предприятий с мажоритарными пакетами государственными. В Сочи охранницам, внимание, охранницам на набережной разрешили использовать дубинки против самокатчиков. Я сразу представил такую бабищу с такой дубиной, и такой самокатчик едет, и они такой: о, у тебя что? У меня, говорит, страйк. Бам! Сразу нескольких. Я не собирался ехать в Сочи, но теперь съезжу в этот Сириус и посмотрю, как это происходит. Бам! И несколько самокатчиков там. А потом они вечером обсуждают: у тебя сколько? У меня, говорит, 10. Страйкбол. И пьют пивасик из этого, адидасик или как-то. Вот. Реально похоже ведь на какую-то вот шутку, ерничество, какую-то, ну, вообще фейк, да? Но на самом деле не фейк. Пожалуйста, выписка из инструкции охранной фирмы «Бастион». Дубасить ни в коем случае нельзя этим охранникам лиц с явными признаками беременности, да, и явными признаками инвалидности и несовершеннолетних. То есть вот эта женщина с дубиной на вполне легальных основаниях, если видит, что не беременный точно и, ну, не малыш, да, и не инвалид, то можно дубасить. Слишком быстро, например, ехал, да, представляла угрозу для пешеходов, да, и все. Поэтому, ребята, пожалуйста, не ездите по Сочи на самокатах, не носитесь как угорелые. Я понимаю, вы хотите с ветерком и так далее, но дубина вам заедет. Страйкбол будет из вашей головы и так далее. И потом пивасик
будет обмывать ваше, так сказать, вот это вот желание в Сочи покататься с ветерком. Не надо. Я предупреждал, что сегодня будет очень много хороших новостей, и эта новость очень хорошая. Центральный банк увеличил лимит перевода за границу для физических лиц до $1 миллиона с 1 июля. Лимит по переводам повысили из-за устойчивого положения на внутреннем валютном рынке, пояснили в Центробанке. Напомню, когда-то было $10 тысяч, последний лимит был 150, а сейчас $1 миллион. И вы знаете, что случилось? Все расстроились. Все огорчены, все сказали, что за хер. Понимаете, те 1000 человек, у которых больше, чем $1 миллион, существенно больше, они сказали, почему так мало? И расстроились, и огорчились, да? А большинство людей сказали, да у нас никогда не было этого $1 миллиона, и они сказали, что вы там занимаетесь, вы что из пальца высасываете эти хорошие новости, кого касаются эти новости, у кого есть вообще $1 миллион для перевода за границу. В общем, как обычно, смотрите, любая новость, а все расстроились, что не скажи, все не в радость. Больше всего здесь меня вдохновляет, просто питает следующее, ведь судя по динамике увеличения, да, вот этого лимита, $10 тысяч, $150 тысяч, и сейчас $1 миллион, когда-то лимит будет, ну, например, $1 миллиард, представляете? И кто-то сможет опять отправить за границу $1 миллиард. Тогда мы из-за него порадуемся. Банк России представил новую банкноту в 100 рублей. И сообщается, что купюра содержит усиленный защитный комплекс, аналогичный 200-рублевке. Новая 100-рублевая банкнота посвящена Москве и Центральному федеральному округу. И на ней изображен, значит, фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, а также видны очертания Зарядья и МГУ, а на оборотной стороне Ржевский мемориал советскому солдату. Хорошая вроде новость, все, но вот незадача. Не скоро мы увидим эти 100-рублевочки, более 60% банкоматов иностранные. А мы не имеем возможности перенастроить эти аппараты, они не могут оперировать с этими 100-рублевочками. Поэтому Ассоциация российских банков попросила Центральный банк отложить на полгодика, хотя бы на полгодика, введение новых купюр, пока они разберутся с этими банкоматами. Ну, надеемся, буду держать вас в курсе, что мы все-таки поддержим в руках эту новую шуршащую купюру. В пятницу курс доллара на московской бирже вырос более чем на 4%, да, до 53 рублей, что вот почти что смешно. А евро более чем на 5%, до 56 рублей, что тоже смешно, вот даже выговорить не могу, да. Потому что, ну слушайте, мы так все привыкли уже там 70-80 рублей, и даже уже к 120 стали привыкать, что сейчас, когда смотришь 50, думаешь, эй, что-то надолго ли, да? Многие говорят, это подставной курс, синтетический, искусственный. Да ни хрена. Просто спроса на валюту нет. Экспорт пока есть, идет пока валютная выручка по контрактам марта, апреля и даже мая, но она все сокращается, да, но пока есть и много. Спроса на доллары и евро нет, потому что импорт упал в страну. Завезти невозможно многие товары, потому что там бельгийцы, датчане не отгружают товары. Но, предупреждаю, экспорт падает. Экспорт падает. Сальдо, положительное сальдо внешней торговли России ухудшается. Газа все меньше, да? Нефти все меньше, вы знаете, эмбарго, ограничения, санкции и так далее. И вот, если так пойдет, как раз к концу года, да, баланс спроса и предложения на московской бирже выровняется. Да? Ну и какой будет тогда курс доллара равновесный, да? Ну, явно не 50, явно не 50. Сколько будет, посмотрим. В общем, экономисты, там, аналитики и так далее утверждают, что 70-80 рублей будет, да. Но, сами знаете, хлопки и колебания могут сделать опять, что будет опять там улетит куда-то. Я для себя вывод сделал, да, мне смотреть такой, какой курс доллара. Вот куда мне, зачем мне смотреть? Цены в магазинах от курса доллара, ну, практически не меняются. Как задрали их, когда доллар был 120-140, да, вот так они там в небесах и сидят. Да. Все сидят и ждут. Во-первых, все закупили товар по 120, да, и теперь на складах он лежит, и пока они его не распродадут, они не будут опускать. Они что, дураки, что ли, опускать? Если они опустят, а он опять вырастет, они что, убыток получат, да. Поэтому вот такая странная ситуация, я так скажу, Центральный банк очень сильно навредил
когда он отпустил сперва хлопок до 120-140, и теперь он делает вот это вот нерегулируемое пике. Вот это вот шок, который произошел у производителей, у коммерсантов и так далее, вот все, пока он не рассосется, ребята, мы будем сидеть с очень гибло высокими ценами, и это будет удушающе действовать на кошелек потребителей и вообще на нашу экономику российскую. Очень серьезная новость. Более половины российских медиков жалуются на нехватку зарплаты. Размер заработной платы не позволяет покрыть даже основные расходы для 39% россиян, ну, видимо, медиков, да? А еще 38% заявили, что едва сводят концы с концами. Вот так вот. Поэтому я вам так скажу. Учителя в школе или в детских садах воспитатели и медики, врачи и так далее — это две самые защищенные группы людей должны быть с самыми высокими зарплатами. Я знаю, сколько там, 150 тысяч рублей сейчас надо платить по этим профессиям. А что мы имеем? Если медик нуждается, если основные его, ну, там, не знаю, расходы не покрыты, если он постоянно смотрит, откуда же взять деньги на самое необходимое, но он будет думать о пациенте, который к нему пришел, или что он будет думать? Именно поэтому российское образование, российская медицина, невзирая на всю его бесплатность, находится в таком состоянии. Не очень это все хорошо. И все это мнимое там богатство, которое сейчас многие говорят, вот курс там улучшился, теперь наши доходы, значит, и раньше 50 тысяч рублей, которые мы типа зарабатывали, это было, значит, $500, да, сейчас 50 тысяч рублей, это почти $1000, представляете? Рост богатства, с $500 в месяц, да, до $1000 в месяц. А где богатство-то? Цены в рублях выросли в магазинах и так далее. Люди сводят концы с концами и так далее. И все это медики, и все это учителя, и это самые важные люди для страны, для мира, для общества. И, конечно, меня очень расстраивает все это. То, как мы живем, зависит от того, какие решения мы в стране принимаем. И доколе мы позволяем, чтобы наши медики, наши учителя нуждались, наша страна не выйдет из болота вообще ни на йоту. Сидим и задыхаемся и так далее. Поэтому обязательно с этим надо что-то делать. Сделать что, я не знаю, вот в стране в целом, но я на своем месте, где в моих школах и так далее, я постоянно повышаю зарплату. И я своим управляющим всегда говорю, смотрите мне, будете занижать зарплату, все, пойдете вот на биржу труда. Башкирская колония номер 7 снова объявила тендер на покупку банана, плавательного средства для катания по воде. Зачем башкирской колонии, значит, банан, разберемся подробно. Напомню, ранее башкирская колония номер 7 уже участвовала в тендере на покупку одного банана, но когда все начали писать об этом, зачем колонии, бананы и так далее, они быстро отозвали заявку и все, обнулили этот тендер. Вот. И как только шум поутих, они тут же подали заново заявку, тут теперь уже на 2 банана. Если кто-то что-то знает, какие у вас есть версии, пожалуйста, присылайте, расскажите. Я сам, честно говорю, туда не поеду, но всем жителям нашего канала интересно знать, что там происходит. Может быть, это тот случай, когда, как у Макдональдса, вот это вкусная точка, изменение названий, чтобы вот рекламу и пиар, может быть, башкирская колония номер 7 тоже привлекает к себе клиентов и пациентов, чтобы побольше людей узнали о существовании башкирской колонии номер 7 и захотели поехать туда, потому что там даже банан есть, а теперь уже не 1, а теперь 2. Расскажите свои версии, потому что, ну, на самом деле это просто как интересно, что они делают там с этими бананами. Пожалуйста, помогите нам. Ну что, ребят, выпуск был хороший, интересный, веселый, я надеюсь, вы кайфанули. Помните, как в этом анекдоте, говорит, у меня 2 новости, хорошая и плохая, с какой начать? Ну, давай с плохой, а потом хорошую. Ну да, давай с плохой. Год будет, урожайности нет, жрать придется одно дерьмо. Он говорит, ну давай хорошую, а хорошая в том, что дерьма будет много. Поэтому, ребят, не расстраивайтесь, если вас на первый взгляд не радуют новости, которые дает Игорь Рыбаков. Воспримите это дело как способность, ну, такое, знаете, чувствовать себя живым, чувствовать, что жизнь продолжается, жизнь все равно побеждает смерть неизвестным нам образом, а потому давайте размножать вместе хорошее, и пусть плохому места просто не останется. Я в огне, ум поглотил мой разум, я в огне, горю в огне, ты пользуй лун.
чтобы не загореться заживо в этом аду.